Здравствуйте. Вы не подскажете, где находится платформа 3? Здравствуйте. Платформа 3, прямо, потом налево. Спасибо большое. Я здесь впервые, немного волнуюсь. Понимаю, вокзал действительно большой. Я еду из Москвы в Санкт-Петербург. У меня большой чемодан. Ваш поезд скоро. Давайте посмотрим расписание. Поезд отправляется в 14:30. Сейчас 13:50. У вас есть время. На платформе уже начинается посадка. Не знаю, где здесь можно найти табло с информацией. Табло над вами, чуть правее от эскалатора. Сейчас вижу. Спасибо. Мой поезд номер 101А. Да, поезд 101, а следует до Санкт-Петербурга. Мне купить воду и что-нибудь поесть. Где ближайший киоск? Киоск у выхода на платформы, рядом с кафе. Отлично. Как пройти к этому киоску? Идите прямо, потом поверните направо у фонтана. Поняла, спасибо. А вы здесь часто бываете? Да, я живу в Москве и часто ездил в Тверь к родственникам. Здорово. Моя подруга работает в Твери. Красивый город? Очень красивый. Есть Волга, старинные здания. Надо обязательно там побывать. Вы давно ждали свой поезд? Я не жду поезд, я провожаю сестру, она скоро приедет. Понятно. А вы помогаете ей найти платформу? Да, здесь легко заблудиться, особенно впервые. Спасибо за помощь. Вы очень добры. Пожалуйста, всегда рад помочь. Можно еще вопрос? Какой выход ближе к такси? Главный выход прямо по коридору, там стоит очередь такси. Спасибо, буду знать. Кстати, поезд на платформу уже подали? Сейчас посмотрю. Да, поезд уже на платформе. Спасибо огромное. Пора идти. Было очень приятно. Удачной поездки и хорошего дня. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Анна. Привет, Анна, меня зовут Сергей. Очень приятно. Вы организатор этого зала? Да, я отвечаю за аренду и подготовку зала. Отлично. Я хотела бы обсудить праздник. Конечно, расскажите, что вы планируете. Мы хотим провести семейное торжество. Примерно 30 гостей в воскресенье. Зал свободен на это время. Во сколько начнется? Мы планируем начать в 3 часа дня. Вам нужны столы и стулья для всех гостей? Да, пожалуйста, столы в форме буквы «П». Без проблем. Как насчет украшений? Можно повесить воздушные шары и гирлянды? Да, это можно. Мы предоставим крючки. Спасибо. У вас есть микрофон и колонки? Да, звук есть. Хотите музыку включать? Да, у нас будет небольшая дискотека. Прекрасно. Вам нужен проектор или экран? Нет, спасибо, презентации не будет. Скажите, можно ли пригласить фотографа? Конечно, это ваше право, фотограф, добро пожаловать. Спасибо. А кухня открыта для гостей? Да, есть небольшая кухня. Можно приготовить чай. Это удобно. Есть ли холодильник? Да, холодильник и микроволновка доступны. Отлично. Есть парковка рядом? Да, перед зданием есть бесплатная парковка. Супер. Есть ли у вас мусорные мешки? Да, все для уборки мы предоставляем. Очень приятно с вами работать. Спасибо. Если есть вопросы, звоните мне. Я обязательно позвоню, если что-то понадобится. Желаю вам удачного праздника, Анна.
Здравствуйте. Вы тоже ждали приема к ветеринару? Здравствуйте. Да, я пришел с нашим котом Максом. Ой, как интересно, какого он возраста? Максу уже 5 лет. А у вас тоже есть животное? Да, я привела свою собаку Белку. Ей 3 года. Как мило. Она спокойная? Да, Белка очень добрая, но иногда боится врачей. Макс тоже боится. Он всегда прячется в переноске. Понимаю. Сегодня ваша кошка здорова? Вчера Макс плохо ел и стал вялым. О, это неприятно. Надеюсь, все обойдется. Я переживаю, если с животным что-то не так. Да, животные – члены семьи. Мы должны заботиться о них. Абсолютно согласна. Белка мне как ребенок. А как вы выбирали имя для вашей собаки? Моя дочь предложила имя Белка. Мы читали сказку. Очень красивое имя. Макса назвал мой сын. Он любит мультики. Ваш сын любит животных? Да, он часто играет с Максом и рисует его. Как хорошо. А вы из Москвы? Да, мы живем недалеко отсюда, у парка Горького. Я тоже из Москвы. Мы живем на Преображенке. В этом районе есть хорошие ветеринары. Я рад. Сегодня впервые здесь. Надеюсь, тут хорошие врачи. Врач Мария очень добрый специалист. Вы к ней? Да, мы записаны к Марии Ивановне. Тогда все будет хорошо. Она очень внимательная. Спасибо, мне стало спокойнее. Я всегда волнуюсь, когда что-то происходит с Белкой. Мне тоже сложно, когда Макс болеет. Пусть ваши питомцы будут здоровы. Спасибо. Вам и Белке тоже здоровья. Здравствуйте. Мы раньше не встречались? Здравствуйте. Мне кажется, вы учились здесь тоже. Да, я учился в этом университете 5 лет назад. Правда? На каком факультете вы учились? Я учился на факультете экономики, а вы? Интересно. Я училась на филологическом факультете. Здорово. Почему вы выбрали филологию? Я всегда любила читать и изучать языки. А почему вы выбрали экономику? Мне нравится математика, хотел работать в банке. А вы сейчас работаете по профессии? Да, работаю экономистом в Санкт-Петербурге. Отлично. Я тоже сейчас по профессии работаю. Вы преподаете русский язык? Да, я преподаю русский иностранцам. Это очень интересно. Вам нравится ваша работа? Да, очень. А вам нравится ваша работа? Конечно, я доволен своим выбором. А кто был вашим любимым преподавателем здесь? Наверное, профессор Лебедев. Он учил меня финансам. Я слышала о нем. Говорят, он строгий, но справедливый. Да, но он очень хорошо объясняет материал. А вы поддерживаете связь с одногруппниками. Иногда встречаемся и общаемся в социальных сетях. Это здорово. Я тоже иногда встречаюсь с подругами. Вы храните студенческие фотографии? Конечно, у меня дома есть альбом. У меня тоже. Так приятно вспоминать студенческие годы. Соглашусь, это было веселое и интересное время. А вы помните любимое место в университете? Да, читальный зал в старом корпусе. А вы? Я любил сидеть в кафе на первом этаже. Может быть, как-нибудь вместе туда сходим? С удовольствием. Буду рад встретиться снова. Привет, меня зовут Анна. А тебя? Привет, Анна. Я Павел.
Очень приятно, Павел. Ты часто готовишь дома? Да, я люблю готовить, особенно по выходным. Здорово. А ты придерживаешься какой-то диеты? Нет, я ем все, но стараюсь есть больше овощей. Я тоже стараюсь есть овощи каждый день. У меня дома всегда есть помидоры и огурцы. А я часто готовлю борщ. Мне нравится этот суп. Борщ– это вкусно. Я люблю щи, потому что я из Москвы. Я из Санкт-Петербурга. У нас популярна селедка под шубой. Я пробовала селедку под шубой. Это интересное блюдо. А ты ешь мясо или предпочитаешь рыбу? Я обычно ем курицу и иногда рыбу. А ты? Я люблю мясо, но не ем его каждый день. А что насчет сладкого? Ты любишь десерты? Очень. Моя бабушка печет вкусные пирожки. А ты умеешь печь что-нибудь? Я пеку шарлотку с яблоками. Мой любимый десерт. Надо попробовать. Я люблю яблоки. Ты пьешь чай или кофе во время еды? Я обычно пью черный чай без сахара. Я тоже люблю чай, но иногда пью кофе утром. Скажи, ты завтракаешь каждый день? Да, обязательно. Чаще всего это каша или йогурт. Я завтракаю бутербродами с сыром. А ты ужинаешь поздно вечером? Нет, стараюсь ужинать рано. Так полезнее. Это хорошая привычка. Я иногда ужинаю в 9. В 9? Для меня это поздно. Да, знаю. Хочу тоже ужинать раньше. Может быть, вместе научимся готовить ужин быстро? Мне нравится эта идея. Давай попробуем сегодня. Здравствуйте, вы ждете свой рейс? Да, здравствуйте. Мой самолет через 2 часа. О, у меня тоже скоро вылет. Вы были в отпуске? Да, я только что вернулась из Сочи. Сочи? Это на Черном море, верно? Да, там красиво и тепло летом. Мне всегда хотелось поехать туда. Вы обязательно должны. Море чистое, пляжи хорошие. Я был в Калининграде на прошлой неделе. О, как интересно. Как вам город? Город очень красивый и люди добрые. Вы были там впервые? Да, я раньше не был в Калининграде. Что вы там делали? Я гулял по паркам и ел местные блюда. Мне нравится пробовать новую еду в поездках. Я тоже. Я ел уху и свежую рыбу. Очень вкусно. В Сочи я ела чурчхелу. Я слышал про чурчхелу, но не пробовал. Рекомендую. Это сладость из орехов и сока. Спасибо за совет. Вы летите домой в Москву? Да, я живу в Москве. А вы? Я лечу домой в Санкт-Петербург. Прекрасный город. Я была там зимой. Аэропорт всегда такой людный, да? Да, здесь много туристов, особенно летом. Вы часто путешествуете по России? Стараюсь ездить 2 раза в год. Это здорово. Где вы еще были? Я была в Казани и Владивостоке. Звучит интересно. Желаю приятного полета. Спасибо. Вам тоже хорошего путешествия. Здравствуйте. Вы тоже любите читать книги? Здравствуйте. Да, я очень люблю книги. Я вижу, вы держите роман. Какой это автор? Это роман Анны Гавальды. Вы знаете ее? Слышал, но еще не читал ее книги. Она французская писательница? Да, ее стиль очень легкий и добрый. Интересно. А о чем эта книга? Это о жизни обычных людей, их мечтах и чувствах.
Звучит интересно. Мне нравится читать о жизни. А какие книги вам нравятся больше всего? Я люблю детективы и приключенческие романы. О, я тоже иногда читаю детективы. Мой любимый автор Борис Акунин. Знаете его? Конечно, его книги очень захватывающие. Я недавно купил его новую книгу здесь. В этой книжной лавке всегда хороший выбор. Да, здесь уютно и много интересных книг. Вы часто сюда приходите? Да, я люблю гулять между полками и искать новинки. И я. Здесь всегда тихо и приятно пахнет бумагой. А вы обычно покупаете книги или берете в библиотеке? Я чаще покупаю. Мне нравится собирать свою коллекцию. Это здорово, всегда можно перечитать любимую книгу. А есть ли книга, которую вы перечитываете часто? Я люблю перечитывать «Мастера и Маргариту» Булгакова. Отличный выбор. Я тоже ее люблю. А какую книгу вы советуете мне сейчас купить? Может быть, попробуйте Азазель Акунина. Очень интересно. Спасибо за совет. Я подумаю. А вы купите этот роман? Думаю, да. Автор мне нравится. Попробую что-то новое. Книги – это всегда хорошая компания, особенно вечером. Полностью согласен. Приятного вам чтения. Спасибо, и вам тоже приятного дня в книжном магазине. Здравствуйте. Вы тоже ждете концерт? Здравствуйте. Да, я очень люблю музыку. Я тоже. Какую музыку вы предпочитаете? Мне нравится рок и джаз. А вам? Я люблю классическую музыку и поп. Интересно, часто ли вы ходите на концерты? Не очень часто, но стараюсь не пропускать. Я тоже. Сегодня выступает ваша любимая группа? Нет, но мне нравится их стиль. Мне сказали, что у них хороший вокал. Да, солистка поет очень хорошо. Я слышала пару песен, звучит отлично. А вы умеете играть на музыкальных инструментах? Да, я играю на гитаре дома. А вы играете на чем-нибудь? Я немного играю на пианино, но только для себя. Это здорово. Вы сами учились или брали уроки? Я учился в музыкальной школе в Москве. Музыка делает жизнь ярче. Вы согласны? Конечно, музыка поднимает настроение. У вас есть любимый композитор или певец? Мне нравится Чайковский и Земфира. Земфира поет очень душевно. Мне она тоже нравится. А какой у вас любимый певец? Я люблю Диму Билана. У него красивые песни. Да, он талантливый артист. Жалко, что концерт скоро начнется, хочется поговорить еще. Мы можем поговорить после концерта. С удовольствием. А вы откуда? Я из Санкт-Петербурга. А вы? Я из Новосибирска, но часто бываю в Москве. Как замечательно. В России много хорошей музыки. Да, и сегодня мы это услышим вместе. Ой, здравствуйте, Иван, как приятно вас здесь видеть. Здравствуйте, Марина. Тоже рад встрече в магазине. Вы часто здесь покупаете продукты? Да, почти каждую субботу прихожу сюда. Я тоже люблю приходить утром, когда мало людей. Это удобно. Что вы сегодня покупаете? Хочу купить овощи и фрукты для завтрака. Отличная идея. Я ищу хлеб и сыр. Вы планируете особый ужин на выходные? Да, в воскресенье ко мне придут гости. Здорово. Что будете готовить? Наверное, борщ и салат оливье.
Классика. Я давно не ела борщ. Могу принести вам немного, если останется. Спасибо, это очень мило с вашей стороны. А вы чем планируете заняться на выходных? В субботу поеду гулять в парк Горького. А в воскресенье постараюсь почитать дома. Интересно, какую книгу сейчас читаете? «Мастер и Маргарита» Булгакова. Очень нравится. Прекрасный выбор, я читал ее в прошлом году. Вы часто читаете в свободное время? Стараюсь читать по вечерам, это расслабляет. Согласна. Приятно отдохнуть с хорошей книгой. Марина, вы выпекаете что-нибудь дома? Иногда пеку пироги с яблоками, особенно осенью. Я люблю домашнюю выпечку. Может, поделитесь рецептом? Конечно, с удовольствием. Напишу вам позже. Спасибо, буду ждать. А вы кофе любите? Очень люблю. Обычно покупаю здесь зерна. Я тоже. Давайте выберем кофе вместе. Хорошая идея. Пойдем к полке с кофе. Спасибо за компанию, Марина. И вам спасибо, Иван. Приятных выходных. Здравствуйте, можно здесь сесть. Здравствуйте. Конечно, садитесь, это свободное место. Спасибо, меня зовут Алексей. Очень приятно, я Ольга. Вы часто работаете в этом коворкинге. Я здесь почти каждый день. А вы? Я только начал. Это очень уютное место. Да, мне нравится атмосфера тут, особенно интернет. Согласен, Wi-Fi тут быстрый. Чем вы занимаетесь? Я пишу статьи для блогов и соцсетей. Здорово. В каких соцсетях вы чаще всего работаете? Чаще всего в ВКонтакте и Телеграм. А вы пользуетесь соцсетями для работы? Я программист, иногда использую LinkedIn и GitHub. Мне нравится Телеграм, там много полезных каналов. Да, я тоже люблю Telegram за чаты и новости. Вы следите за новыми технологиями? Слежу. Сейчас много говорят про искусственный интеллект. Правда? Я читала про ИИ в новостях, но мало понимаю. Это интересно. ИИ помогает во многих приложениях. Я хочу понять лучше. А какие приложения вы используете? Часто работаю в Zoom, Slack и Trello. Я тоже пользуюсь Zoom для онлайн-встреч. А у вас есть любимое приложение для заметок? Я использую Google Keep. А вы? Я больше привык к Evernote, он очень удобный. В коворкинге удобно узнавать о новых программах. Согласен. Еще здесь легко найти совет у коллег. Да, я часто спрашиваю совета у других фрилансеров. Это здорово, помогает развиваться быстрее. А если есть вопросы по программам, вы кому пишете? Я обращаюсь в чаты или на форумы. Спасибо за интересный разговор, было приятно познакомиться. И вам спасибо, Ольга. Хорошего дня и удачной работы.